Всем привет, всем здрасте. В общем-то, закончил, вон он, его видно отсюда. Закончил я принтер очередной, в общем-то. Вот, сделал много чего интересного, новенького. Сейчас себе тоже буду. Там у меня еще стоят принтеры, которые работают. Сейчас их тоже буду дома доводить до такой же красоты, потому что они у меня в пылюке такой, еще не все сделано. Вот, а когда делаешь кому-то, уже все красоту доводишь. Себе тоже хочу красоту. Так, и как бы там только начал выкладывать видео, все, ой, параметры принтера. Ну, в общем-то, вот теперь обзор принтера. Поехали смотреть, что он из себя представляет. Так, ну что, сделаем обзор. Начнем с того, что, ну, там, поднимать, не знаю, сколько он весит, ну, скажем так, он весит там порядка 20, наверное, до 20 килограмм. Вот. Ну, может быть, тяжелый кому-то. Так, итак, смотрим. Ширина 62 сантиметра. Высота, ну это я сейчас от дверцы меряю, там еще ножки, они в принципе чуть-чуть выше. Так, высота у нас 68. Так, и глубина. Смотрим глубину. Глубина у нас, ну там с петлями 53 получается. Вот такие вот у него размеры. Вот. Ну и сейчас в закрытом состоянии давайте посмотрим, что он может. Ну понятно, что дверцы у нас открываются. Вот. А большие размеры нужно учитывать, то что у нас еще здесь уже сразу стоит бокс с подогревом для пластика. И это немаловажно, потому что как бы, там габаритные размеры от этого, естественно, растут. Но я так уже делал, чтобы это все сюда втюкнулось как можно ближе. Вот этот стол сюда опускается, то есть он как раз коробочку нашу не закрывает. Вот. Ну и в закрытом состоянии у нас вот эта крышечка приподнимается для того, чтобы можно было все обслуживать. Вот, подсветочка, соответственно, с хорошим качеством света. Вот, ну, термобокс можно включить. Вот он греется лампочками для цыплят. Вот, ну, в общем, вот такие вот размеры. Ну, питание, понятно, 220 вольт. Потребляя мощность достаточно у него все-таки большая. Потому что вот стол сам по себе может потреблять порядка 600 ватт. Экструдер у меня стоит на 80 ватт. Вот, поэтому как бы 600 плюс 80, это уже 700, плюс еще КПД. Ну, грубо говоря, там 900 ватт. Плюс еще можно накинуть там потребление электроники, всякое остальное. Ну, грубо говоря, рассчитывать то, что там в пике киловатт он может есть. Вот. Ну, в общем, вот такая вот штука. Это у нас как бы в закрытом состоянии. Вот здесь у нас еще под столом у нас есть место, когда он опускается, сюда еще я планирую, ну посмотрим, буду делать или нет, еще таки плоский нагреватель, чтобы поддерживать температуру в середине нашего принтера. Да. Ну и поехали по поводу стола. Значит, сам по себе экструдер у меня ходит, и он выходит в любом положении, он выходит за пределы стола. Сам по себе стол подогреваемый 320 на 320. Вот. И в принципе можно настроить так, что он будет печатать полностью на все это поле. Вот. Но я всегда делаю меньше, потому что все равно прищепочки существуют. Так, теперь, значит, ну, высота у нас вот в этом принтере 450. В принципе, это много. Я думаю, что я в конечном итоге следующую модель буду делать, буду уменьшать высоту, потому что на такую высоту не печатал практически никогда. Там вот будет видео с куклой. Я куклу печатал только тогда, вот, там, я его использовал полностью на всю высоту. Но это так редко бывает. Вот. Теперь дальше. Что у нас еще? Ну стол 600 ватт, экструдер у нас 80 ватт потребления. Высота 450, 320 на 320. Ой, вру! 330 на 330. Вот стол у меня 330 на 330. Вот. И в принципе можно его еще настроить так, что как бы можно печатать еще больше, допустим, там. Ну это уже как бы не принципиально. Так, ну и понятно, значит у нас Core XY. Вот. По этим осям обязательно нужно еще понимать вот что. Значит, у меня вот здесь стоит антивоблинговая система. Потому что если просто ставить привод с двигателя на сам вал, то это как бы минус. Все равно воблинг может появляться. Поэтому я вот здесь поставил ременную передачу. И у меня воблинга здесь уже в принципе и нету. Так, ну что еще? Так, давайте сейчас его снимем с него все боковинки. Заодно посмотрите, как они снимаются. Так, ну вот время разборки его до открытого состояния. Снимаем эту штуковину. Куда ее ложить?
Так, снимаем эту дверцу. Снимаем заднюю крышечку. И снимаем. Все на магнитиках. Снимается, ставится мгновенно. Ну вот, в общем-то, вся разборка. Пойдемте дальше сейчас смотреть по поводу параметров всего остального. Так, ну из таких параметров немаловажных, да, разогрев экструдера летом составляет 1,5 минуты. Всего стол у нас разогревается за 3,5 минуты. Нет, вру, наверное, ну за 4. Ну, скажем так, в 5 минут летом он точно разогревается до 90 градусов. Ну, а экструдер разогрев, это я сказал, для АБС. Так, теперь из таких самых немаловажных вещей. Давайте сейчас опустим стол. Так, пока стол опускается, еще такая немаловажненькая штучка. Ну вот здесь у нас есть разъем под питание камеры. Вот, и вот у меня есть обязательно еще выход. Это дублирование датчиков температуры с экструдера. Вот здесь, если посмотреть, ну, не видно отсюда. Здесь стоит 2 датчика. И точно так же 2 датчика стоит на столе. То есть еще можно поставить отдельную систему, которая будет нюхать эту всю температуру. Вот, и если что, выключать принтер. То есть у меня такая штука стояла. Вот, но это как бы отдельно такое можно делать. Теперь, такая из немаловажных вещей у нас. Ага, нужно выключить двигатель. Сейчас передвину вручную. Так. Да, еще тоже как бы такая штука, то есть все там говорят Wi-Fi, ну вот как бы пульт, с пультом тоже иногда удобно работать, но его можно и не подключать. Вот, у меня там на плате есть разъемы, и туда можно подключать модуль Wi-Fi, и в общем-то я это уже делал себе, вот, и как бы все эти принтеры управляются по Wi-Fi беспроблемно. Вот, но это как бы в отдельном видео я потом покажу. Вот, теперь... Что у нас таких... ну, по-моему, я уже говорил, что Core XY здесь. Вот. И одна из таких очень немаловажных вещей. Вот сейчас я, кстати, разогрею экструдер. Подготовить. Преднагрев ABS, сопло. Вот. Сейчас тоже такая немаловажная штука. Вот здесь сейчас стоит экструдер 0,8 сопло. И я специально себе заморачивался так, чтобы можно было экструдер очень быстро менять. Потому что иногда нужно сопло 0,8, 0,4 печатаю, единицей и даже 1,2 я печатаю. И у меня там каждому принтеру есть вот это как бы лежат экструдеры. И если мне вдруг нужно быстренько поменять, я быстро меняю экструдер. Так, ну сейчас он разогреется. Вымем пластик. Так, сейчас я одной рукой не могу. Так, ну вот я сейчас вынул пластик, выключил принтер на всякий. Понятно, что лучше это делать на выключенном. У экструдера я отключаю сам экструдер, hot-end, и отключаю шаговый двигатель. Здесь все на разъемчиках. Вот. И затем снизу у меня здесь есть винт. Я этот винтик выкручиваю. Так, положим на стол. Ай-яй-яй. И у меня экструдер этот вынимается. Это экструдер на 8. На 0,8. Где-то у меня тут есть экструдер на 0,4. Сейчас я его найду. Вот он. Вот теперь берем. Здесь винтик у меня закручен в нем. Одной рукой. Ай-яй-яй. Неудобно. Вот. И вот ставим экструдер 0,4. Снова берем винтик и закручиваем. Да, ничего лучше не придумал, но как бы винтик нужно закручивать снизу. Вот. Все. Экструдер механику мы поменяли. И теперь как бы можно закрывать вентилятор. Что-то тут нам мешает. Я его криво прикрутил. Так. Закрыли вентилятор. Вот этот разъем я вот так вот через этот шланг сюда запихиваю. Подключили hot-end и подключили шаговый двигатель. Ну вот вам замена, собственно, экструдера. Теперь единственное, нужно выставить Z-offset. Вот. Обычно вот как бы я сейчас уже тренировался Z-offset выставлять. И я его проще выставляю каждый раз вручную. Но я здесь еще на экструдерах тоже склеил бумажки и писал Z-offset
Но только это для каждого принтера будет в отдельности. Вот здесь в меню, в настройках у нас есть движение. И вот здесь смещение Z. Вот для того экструдера было смещение вот такое, минус 0,4 мм. Вот для этого экструдера будет другой. Но это достаточно быстро выставляется. Я сделал отдельное видео, как это легко делается. Это не обязательно в моем принтере, это вообще в принтерах, где у нас есть, собственно, датчик по Z, который расположен не там, где у нас расположено сопло. Да, ну может быть, что еще я забыл рассказать. Значит, по Z у нас стоит индуктивный датчик, который мерит непосредственно, ну в данном случае мерит непосредственно поверхность нашего стеклотекстолита. Ну или можно там настроить, чтобы он мерил, если у вас стекло лежит, у него достаточно большое расстояние, там порядка 4 мм, то есть 3 мм стекло вполне может сюда ложить. Вот. Так, по Z у нас стоит индуктивный датчик, по X, Y, ну вот по Y у нас стоит вот здесь концевичок. Я не там провод зацепил. Бывает. О. Вот здесь концевичок стоит. Слышно, как он срабатывает. И по X у меня стоит вот там концевик. Этот концевик еще и регулируется. Его можно пододвигать, задвигать. То есть он там стоит непосредственно прямо на валу. Ну, в общем, вот так вот. Так, ну что, соберем принтер взад. Так. Последовательность сборки вообще не имеет никакого значения. Ставим подряд все, что под руку попадает. Так. Можно вверх закрыть вначале. В самом. Верхушку скрипов надо смазать. Хотя меня скрип почему-то не раздражает. Со скрипом сапоги. Все. Собственно, вот это время сборки принтера. Так, теперь еще самое главное по поводу мозгов принтера. Вот, как бы там куча комментариев. Ну, как бы я понимаю людей, которые говорят, что там нужно все обновлять, бегом, как айфоны, каждые полгода нужно менять там, и так далее, и так далее. На самом деле принтер у меня основан вот на Arduino. Вот. И все говорят, ой, Arduino, это уже все устаревшее. А собственно, вот и люди, которые это говорят, возможно, да, не знаю, или понимают, или нет, то есть, для чего там Arduino? У нас слайсер, там Кура или какой-то другой, он пишет G-код. G-код это, собственно, текстовый файл, тупой до всрачки просто. Там просто идут буквы, цифры и все. И вот этот контроллер, у него, ну, как бы, для чтения этого G-кода, у него вот так вот производительности просто с головой. То есть там прочитать G-код, но это для Arduino вот это мега 256, что-то там. Ну, это вообще не составляет ничего сложного. Теперь самое страшное для нее, это вот этот G-код, теперь нужно заставить шаговый двигатель дергаться туда-сюда. Ну, собственно, все. То есть мощности этого контроллера, ну, с головой хватает. Я не знаю, как он может устареть. У нас есть G-код, и просто вы выполняете его. Да, безусловно, есть, конечно, такая загвоздка, но эта загвоздка не в технике, это загвоздка в мозгах у людей. Вот. Если я беру и делаю 3D-модель, и делаю ее из миллиарда полигонов, вот этих, да, то есть когда мы пишем G-код, у нас получается миллиард, на каждый, там, на каждый 0,1 мм 10 строчек кода идет. То есть мы сделали супер качественную такую модель, то в срачке, да, и вот в каждом, ну, мы должны понимать, вот мы печатаем соплом, допустим, 0,8, смысл делать там столько шагов на этот 0,8, оно все равно вот такое круглое, оно ползет вот так вот, и все. Вот, да, и безусловно можно сделать такую 3D-модель, где будет куча этих точек, полигонов, которые потом слайсер сидит, долго думает, это все вычисляет, потом пишет вот такой же код со страшной силой, который просто не влазит в память этого контроллера. Вот. Я с этим сталкиваюсь ну все время. Мне приносят на печать файлы по гигабайту, какую-то бздюлечку такую, там, фигурку,
ну, йоды там, или что это. Ну, она весит, я не знаю, 1,6 гигабайта. У меня машина достаточно мощная. Одна и вторая специально для вот таких, специально взял машину себе с более мощной, с навороченной видеокартой, только для того, чтобы обрабатывать вот эти модели. Когда я рисую 3D, ну, во-первых, да, что я делаю? Мне приносят такую модель сумасшедшую, я ее сразу засовываю. Кстати, это тоже отдельная тема для видео. Я ее засовываю в программу, сразу все полигоны такие. Потому что я прекрасно понимаю, что такая точность для 3D печати, она там просто до всрачки. Оно сопло этого не выполнит никогда. И я так кучу полигонов сразу убрал. О, моделька стала легенькая. Теперь она открывается и на слабенькой машинке. И теперь слайсер ее быстренько обрабатывает. А когда ты слайсером смотришь, да, ты же там смотришь, как оно потом будет печатать. Вот смотришь, вот здесь недочет или еще здесь недочет. Если у тебя будет вот такая сумасшедшая 3D модель, с кучей этих полигонов, то ты просто забодаешься ее смотреть в слайсере. Вот. Ну и понятно, что вот такую модель, если взять, вот в тупую взять и запустить ее на принтере, и когда там на 0,1 мм 128 шагов, там любая техника умрет. Поэтому тут ситуация очень простая. Не делайте дурацких G-кодов, вернее так, не делайте дурацких моделей, где вот это какая-то сумасшедшая точность. Там же получается такая фигня, да? Там молодой человек говорит, а я вам сейчас такую 3D модель нарисую. И как берет с миллиардом этих полигонов. И он думает, что это классно. Чаще всего это не классно, это не профессионализм. То есть модель должна быть достаточная, ну правильная. То есть количество полигонов должно быть, ну, логично как-то продумано, да, если там у меня действительно идет изгиб, и я понимаю, что там в слабой лоу-поли модели будет это видно, да, я там увеличиваю. Но только в этих местах. Ну, вот. Ну и понятно, что, конечно, вот и получается, что там засунули такую 3D модель на слабенький принтер, он не печатает. Ой, давайте покупать принтер в 100 раз дороже. Вот. А от этого качество ничего не увеличивается в конечном итоге. То есть на сегодняшний момент, вот у меня, я первый принтер себе купил, там что-то другое стояло, я не знаю. Потом вот эта плата сгорела, вот, мне как назвали цену за эту плату для принтера, я такой, да вы что, смеетесь? Пошел вот эту купил в любом магазине, везде. Их как просто ведрами можно покупать. И цена у нее реально смешная. Вот. Ее ставлю. И еще что. Ну давайте закончим с платами, да. Рамс. Ну, что говорят, ой, Рамс устарел. Что значит устарел? Что в Рамсе есть? И люди тоже, видимо, не понимают. Что в Рамсе есть? Ничего. В нем есть просто провода. Но в нем нету ни микросхем, ничего. В нем есть просто провода, которые соединяют этот контроллер с клеммами для шагового двигателя. Собственно, все. Ну вот стоят вот здесь 3 мощных транзистора. И так как я делаю свою кросс-плату, они здесь нафиг не надо. Просто я могу подключиться непосредственно к выводам контроллера. Вот. То есть вот это рамс просто... Что эта штука? Эта штука вставляется в нашу Arduino, и сюда вставляется драйвера шаговых двигателей. Все. Здесь мозгов нету от слова совсем. И рамс там этой модели или той модели, это просто разводка и все. Ну там, может быть, на других стоят другие транзисторы, но я их не использую у себя. Вот. И что, тоже говорит, ой, рамс устарел. Вот здесь есть волшебный разъем, куда просто тупо включается Wi-Fi модуль, и эта вся штука вместе с Arduino работает по Wi-Fi. Я тоже вначале так, ну это так сложно, наверное. Да нифига, просто до срачки. Я об этом тоже видео напишу. Вот. И по поводу программного обеспечения. Да, я пользуюсь Merlin. Так, и вот здесь на принтере, да, я совсем сейчас про Merlin. Да, вот у меня специальный разъем, даже его можно программировать, не снимая крышки. Можно крышку снять, вот здесь разъемчик, и там видно у нас нашу Arduino. Через эту дырочку можно его программировать. Вот, все там, ну я не знаю, ой, Merlin, не то. Чем она хороша? Это открытая программа с открытым исходным кодом. Народ там чего-то дописывает, что-то переделывает. Она все время живет, она все время обновляется. Да, у нее там в некоторых этих самых, в некоторых версиях там действительно были недочеты. Я тоже на них попадался. Но вот я сейчас, честно говоря, даже не помню. 1.9, 1.1.9. Я ею пользуюсь, и она меня устраивает. Вот если в ней что-то не будет устраивать, ну тогда я буду искать другие. Буду, может быть, обновляться, искать обновления. Меня она устраивает, все работает. Смысл ее обновлять. Вот. И более того, что чем хорош это открытое, что если у тебя есть частное натхновение, то можно туда залезть, разобраться в каждой строчке кода, и там можно переписать вообще все. Вот, ну вообще, ну только для этого нужно время. Вот.
Понятно, что производители делают свое программное обеспечение таким образом, чтобы никто туда не влез, никто там ничего не поменял. Вот, и очень часто бывает такое, что как бы, вот оно есть, оно классное, да, сломать его типа там нельзя, ничего испортить в принтере нельзя, но увеличить скорость нельзя, вот это нельзя и вот это нельзя. А в Marvel, если у тебя есть время, да, для этого, там можно все, просто все. Поэтому я и пользуюсь. Вот. И на сегодняшний день меня это все устраивает абсолютно. Ладненько, ставьте лайки, подписывайтесь. Всем пока!